Стремление человечества понять Вселенную всегда подталкивало нас к более глубокому проникновению в самое сердце материи. В центре каждого атома находится протон, частица, чьи свойства формируют мир вокруг нас и чьи загадки вдохновляли поколения ученых. В течение десятилетий исследования внутренней структуры протона опирались преимущественно на классические или полуклассические подходы. Эти методы оказались чрезвычайно эффективными для интерпретации результатов высокоэнергетических столкновений, однако последние достижения в области квантовой информации предлагают принципиально новый взгляд на микромир. Новая парадигма переосмысливает внутреннее устройство протона, смещая фокус с отдельных составляющих на коллективные свойства, такие как квантовая запутанность и энтропия. Этот переход можно сравнить с тем, как в XIX веке феноменологическая термодинамика уступила место статистической механике, которая смогла объяснить макроскопические явления через поведение микроскопических частиц. Согласно традиционным представлениям, протон рассматривался как простая совокупность кварков и глюонов. Стандартная модель, являясь наиболее полной теорией элементарных частиц для описания протона в высокоэнергетических столкновениях, часто использует партонную модель, предложенную Ричардом Фейнманом в 1969 году. В этой модели, ставшей основой для интерпретации данных глубоко неупругого рассеяния, протон состоит из точечных частиц, названных партонами. Партоны, как выяснилось позднее, являются кварками и глюонами. Несмотря на свою успешность, традиционная партонная модель не дает полного и исчерпывающего описания протона. Она представляет собой нулевое приближение к квантовой хромодинамике и не включает в себя всю информацию о волновой функции протона, в частности, о фазах. Функции распределения партонов, которые являются центральным элементом этой модели, носят вероятностный характер и не содержат полной картины когерентной суперпозиции состояний с разным числом партонов. Это несовершенство заставило ученых искать более глубокий квантово-механический подход к описанию внутреннего устройства протона. Таким образом, новая парадигма, использующая энтропию для измерения скрытой информации, является не заменой, а дополнением, предлагающим более глубокий уровень понимания. Инструменты, разработанные в квантовой информатике, такие как запутанность и энтропия, начали активно применяться для описания структуры элементарных частиц. Квантовая запутанность, которую Альберт Эйнштейн назвал жутким дальнодействием, теперь рассматривается не как парадоксальный феномен, а как фундаментальная особенность, связывающая частицы внутри протона. Эта концептуальная связь между двумя, казалось бы, далекими областями науки позволяет преодолеть ограничения классического описания и открыть новые горизонты в ядерной физике. Значительный прорыв произошел, когда ученые из Брукхейвенской национальной лаборатории и их коллабораторы представили убедительные доказательства существования квантовой запутанности на невероятно малых расстояниях внутри самого протона. Это открытие не было одномоментным событием, а стало результатом методичного анализа экспериментальных данных, накопленных за годы работы на таких ускорителях, как Большой адронный коллайдер и ускоритель протонов и электронов. На основе этих наблюдений был разработан новый теоретический формализм, который успешно описывает существующие экспериментальные данные. Квантовая запутанность
Это явление, при котором свойства двух или более частиц оказываются взаимосвязанными, даже если они находятся на значительном расстоянии друг от друга. Изменение состояния одной частицы мгновенно влияет на состояние другой. В адронной физике запутанность теперь рассматривается как ресурс, позволяющий преодолеть ограничения классической картины. Она обеспечивает более точное описание динамических систем, где частицы неразрывно связаны, что отличает это явление от обычных классических корреляций. В XX веке физики представляли протон как твердую сферу, но эксперименты выявили скрытую структуру. Партонная модель была предложена Ричардом Фейнманом в 1969 году как способ интерпретации результатов столкновений частиц с высокой энергией. В дальнейшем она была адаптирована Джеймсом Бьоркеном и Эммануэлем Энтони Паскасом для описания глубоко неупругого рассеяния электронов на протонах, где она оказалась чрезвычайно успешной. Эта модель предоставила интуитивно понятный и единый язык для описания субатомных процессов, что позволило легко сопоставлять теоретические предсказания с экспериментальными данными. В основе модели лежит идея о том, что адроны, например, протоны и нейтроны, состоят из точечных бесструктурных объектов, названных партонами. На низких энергиях барион, например, протон, состоит из 3 валентных партонов-кварков. Однако, как показывают наблюдения при более высоких энергиях, внутри адронов также существует море партонов, виртуальных кварк-антикварковых пар и глюонов, число которых увеличивается с ростом передаваемого импульса. Для количественного описания структуры протона в партонной модели используются функции распределения партонов. Эти функции определяют плотность вероятности обнаружения партона с определенной долей продольного импульса при заданном масштабе разрешения. Поскольку партоны не могут существовать в свободном состоянии, их плотность не может быть рассчитана с помощью пертурбативной КХД. Вместо этого функции распределения партонов получают путем подгонки теоретических моделей к наблюдаемым экспериментальным данным. Ключевое допущение партонной модели заключается в использовании системы отсчета с бесконечным импульсом. В этой системе отсчета протон оказывается Лоренц сокращенным, а движение партонов внутри него замедляется из-за эффекта замедления времени. Это позволяет рассматривать столкновение как мгновенное и некогерентное событие, где входящая частица рассеивается на одном из замороженных партонов. Это упрощение оказалось крайне эффективным для интерпретации данных. Партонная модель является вероятностным описанием, которое не содержит полной информации о волновой функции протона. В частности, она не учитывает фазы когерентной суперпозиции фоковских состояний с разным числом партонов, поскольку в высокоэнергетических взаимодействиях фазы не могут быть измерены из-за чрезвычайно короткого времени взаимодействия, их приходится усреднять, отслеживать. Это приводит к описанию с помощью смешанной матрицы плотности, что является центральной проблемой, которую стремится решить новая парадигма. Эта модель не является абсолютно неверной, но представляет собой нулевое приближение к КХД, которое работает с оговорками. Она не может полностью описать сложную и динамическую природу взаимодействия между кварками и глюонами внутри протона. Партоны не существуют в свободном состоянии, и, кроме того, модель не всегда способна объяснить наблюдаемые экспериментально отношения
между некоторыми распределениями, если не предположить, что кварки находятся в чистом спиновом состоянии. Это указывает на необходимость перехода к более тонкой и глубокой модели. Фундаментальное ограничение партонной модели заключается в ее замороженном характере. Это упрощение, которое позволило объяснить данные высокоэнергетических столкновений, теперь оказывается главным препятствием для понимания динамической и запутанной структуры протона. Ограничение партонной модели, особенно ее неспособность дать полное описание непертурбативных явлений, таких как удержание цвета, указывают на необходимость нового подхода. Поиски ведутся в направлении таких теорий, как обобщенные партонные распределения, которые уже пытаются включить больше переменных, например, поперечный импульс и спин, что позволяет получить более полную трехмерную картину структуры протона. Отсутствие фазовой информации в партонной модели напрямую связано с концепцией энтропии запутанности. Когда в результате столкновения невозможно измерить фазы, приходится брать след по этим ненаблюдаемым степеням свободы. Это приводит к ненулевой энтропии, которая становится измеряемой величиной, выступающей в качестве прокси для запутанности. В попытке понять, почему традиционные подходы к описанию протона оказались неполными, необходимо обратиться к одной из самых интригующих и упорных загадок ядерной физики, так называемому спиновому кризису протона. Этот термин, впервые появившийся в конце 80-х годов после экспериментов на ускорителе синхротронного излучения в Цюрихе, обозначает фундаментальное несоответствие между ожидаемыми и измеренными значениями спина протона. Согласно наивной интерпретации партонной модели, полный спин протона должен складываться из спинов его трех валентных кварков. Однако экспериментальные данные показали, что вклад спинов кварков составляет лишь около 30% от общего спина. Это означает, что более 70% спина остается необъясненным, что ставит под сомнение саму основу классического описания. Попытки разрешить эту загадку привели к предположениям о значительном вкладе других компонентов. В частности, предполагалось, что значительная часть спина может приходиться на спин глюонов, без массовых переносчиков сильного взаимодействия, которые составляют основную массу протона. Однако измерения, проведенные на коллайдере релативистских тяжелых ионов и других установках, показали, что вклад глюонов, хотя и положительный, недостаточен для полного объяснения кризиса. Это оставило открытым вопрос о происхождении оставшейся части спина, указывая на необходимость учета орбитального движения кварков и глюонов, а также на возможность более глубоких квантово-механических эффектов, которые не могут быть охвачены вероятностной картиной партонной модели. Проблема заключается в том, что спин – это чисто квантовая характеристика, тесно связанная с фазами и когерентностью. Партонная модель, оперируя функциями распределения, которые по своей сути являются смешанными состояниями, не может корректно описать когерентные суперпозиции состояний с разным спином. Она усредняет по всем возможным конфигурациям, теряя информацию о корреляциях между спинами различных партонов. Таким образом, спиновый кризис – это не просто численная нестыковка, а симптом более глубокого системного недостатка, неспособности классической картины описывать коллективные, запутанные свойства системы. Именно здесь появляется возможность для новой парадигмы. Если запутанность является фундаментальной особенностью внутренней структуры протона,
то она может играть ключевую роль в распределении спина. Запутанные состояния кварков и глюонов могут создавать сложные корреляции между их спинами и импульсами, которые не сводятся к простой сумме. Орбитальное движение, которое трудно учесть в рамках традиционных моделей, может быть связано с топологией запутанной сети. Таким образом, спиновый кризис перестает быть неразрешимой загадкой и превращается в мощный мотивационный аргумент в пользу перехода к квантово-информационному описанию, где спин рассматривается не как сумма частей, а как эмерджентное свойство всей запутанной системы. Квантовая запутанность – это фундаментальное свойство квантовой механики, при котором состояние всей системы не может быть описано как простое произведение состояний ее отдельных подсистем. Иными словами, частицы в запутанном состоянии представляют собой неразделимое целое. Это явление было впервые концептуализировано Эрвином Шрёдингером, который назвал его «Вершрёнкунг» – «сцепление», и отметил, что для запутанного состояния наилучшее возможное знание о целом не включает наилучшее возможное знание о его частях. В отличие от волновых функций, которые могут описывать только чистые состояния, матрица плотности является универсальным математическим инструментом, позволяющим описывать как чистые, так и смешанные состояния. Смешанные состояния возникают в двух ключевых ситуациях. Когда у нас есть статистический ансамбль чистых состояний, или когда мы описываем только часть системы, которая запутана с другой частью, например, с окружающей средой. Эта неполная информация о системе делает ее состояние смешанным. Энтропия фон Неймана – это квантовый аналог информационной энтропии Шеннона, который количественно измеряет статистическую неопределенность или незнание о состоянии квантовой системы, описываемой матрицей плотности. Она обращается в ноль, если система находится в чистом состоянии, полностью определена и достигает максимального значения для максимально смешанного состояния, что означает максимальную неопределенность. Энтропия запутанности – это мера степени квантовой запутанности между двумя подсистемами, составляющими единую систему. Она определяется как энтропия фон Неймана редуцированной матрицы плотности одной из подсистем. Если энтропия запутанности не нулевая, это служит явным признаком того, что подсистемы являются запутанными. В случае чистых бипартийных состояний энтропия запутанности является уникальной и общепринятой мерой степени запутанности. Процесс глубоко неупругого рассеяния электрона на протоне можно рассматривать как своего рода внезапный квенч, внезапное возмущение запутанного квантового состояния протона. В ходе этого процесса виртуальный фотон, испускаемый электроном, видит лишь часть протона, оставляя остальную часть ненаблюдаемой. Это неполное наблюдение порождает конечную энтропию, которая может быть измерена в конечном состоянии. В случае максимальной запутанности все состояния в определенном гильбертовом подпространстве имеют почти равные вероятности, где n – размерность этого подпространства. В этом случае энтропия запутанности достигает своего максимального значения, равного логарифму от n. Это простое соотношение позволяет использовать энтропию как прямой индикатор того, что система находится в состоянии максимальной запутанности. Метод взгляда внутрь протона через энтропию является непрямым, но физически обоснованным. Он основан на фундаментальном принципе квантовой механики,
согласно которому, если наблюдатель имеет доступ только к части запутанной системы, его знание о ней не является полным. Это нехватка информации или незнание о ненаблюдаемой подсистеме и есть энтропия фон Неймана. Измерение этой энтропии в конечном состоянии, например, в струях частиц, позволяет сделать выводы о запутанности в начальном состоянии. Таким образом, энтропия становится операционным мостом между абстрактным понятием запутанности и наблюдаемыми результатами экспериментов. Для того, чтобы исследовать внутреннюю структуру протона, ученые использовали данные, полученные в результате высокоэнергетических столкновений частиц. Эти данные были собраны на таких крупных установках, как Большой адронный коллайдер в ЦЕРН и ускоритель протонов и электронов в Германии. Анализ этих данных позволил физикам изучить столкновения в режиме, где проявляется структура протона. Данные с коллайдеров ГЕР и Большого адронного коллайдера использовались для изучения различных процессов, включая глубоко неупругое рассеяние электронов на протонах и протон-протонные столкновения. Эти эксперименты предоставили сильные экспериментальные доказательства максимальной запутанности внутри протона при малых значениях переменной Бьоркена-X, что соответствует очень высоким энергиям. Данные с Большой адронный коллайдер также позволили наблюдать квантовую запутанность между топ-кварками, что является самым высокоэнергетическим наблюдением на сегодняшний день. Для измерения степени запутанности исследователи применили уникальный метод. Они анализировали данные о столкновениях частиц, в результате которых образуются спреи или струи из вторичных частиц. Этот хаос в распределении частиц рассматривался как индикатор энтропии, которая, в свою очередь, является мерой запутанности кварков и глюонов внутри протона. Эта методика позволила перевести абстрактное понятие запутанности в язык измеряемых физических величин. С точки зрения квантовой информатики, энтропия связана с неопределенностью и количеством информации, необходимой для описания системы. В контексте протона, когда его состояние максимально запутано, это проявляется в хаосе или высоком уровне беспорядка в распределении частиц, произведенных в столкновении. Максимальная запутанность кварков и глюонов внутри протона проявляется в том, что невозможно точно предсказать, сколько частиц будет произведено в конкретном столкновении. Используя этот метод, физики Чадунмин Ту и Дмитрий Харизев обнаружили, что кварки и глюоны внутри протонов находятся в состоянии максимальной запутанности. Это подтверждается тем, что энтропия указывает не на простые попарные связи, а на сложную сеть взаимодействия между всеми частицами. Эта сложная сеть, в свою очередь, приводит к коллективным свойствам, которые отличают протон от простой совокупности независимых частиц. Ведущими авторами этого прорыва являются физик Чадунмин Ту из Брукхейвенской лаборатории и теоретик Дмитрий Харизев из университета Стоуни-Брук. Их работа, опубликованная в журнале Reports on Progress in Physics в конце 2024 года, обобщила шестилетний исследовательский труд и представила универсальный формализм для описания запутанности внутри протона. Открытие было опубликовано 2 декабря 2024 года в журнале Reports on Progress in Physics. Эта публикация вызвала значительный интерес в научном сообществе и была названа первым прямым доказательством существования запутанности внутри протона.
факт, что новый квантово-информационный формализм успешно объяснил данные сразу с двух крупных установок – Большой адронный коллайдер и ГЕР, и оказался универсальным для всех имеющихся данных, говорит о его фундаментальной состоятельности и неслучайности. С появлением убедительных доказательств существования запутанности традиционное представление о протоне как о простой совокупности частиц кардинально изменилось. Теперь протон воспринимается как горячий котел из кварков, глюонов и постоянно кипящего моря виртуальных частиц, связанных квантовой запутанностью. Такое динамическое состояние помогает лучше понять, что удерживает эти частицы вместе. Основными источниками запутанности внутри протона являются постоянно возникающие и исчезающие пары виртуальных кварков и глюонов. Взаимодействия внутри протона настолько сильны, что эти виртуальные частицы, включая даже такие массивные, как очарованные кварки, постоянно появляются и аннигилируют. Эта постоянная активность создает коллективное состояние, которое и проявляется в виде запутанности. Проведенные эксперименты показали, что запутанность внутри протона не ограничивается простыми попарными связями. Энтропия, измеренная в данных столкновений, указывает на существование сложной сети взаимодействий, которая объединяет все партоны в протоне. Это означает, что запутанность является коллективной особенностью системы, а не локальным эффектом. Это открытие добавляет новый уровень сложности к пониманию внутренней структуры протона. Исследование показало, что запутанность существует на невероятно малых расстояниях, менее 1 квадриллионного метра. Этот факт является прямым доказательством того, что данное явление не является случайным или периферийным, а представляет собой неотъемлемую внутреннюю часть структуры протона. Традиционные функции распределения партонов представляют собой вероятностное описание и не содержат полной информации о когерентных фазах. Новый подход, основанный на концепции максимальной запутанности, предлагает комплементарный метод для изучения функций распределения партонов, устанавливая связь между ними и энтропией адронов, образующихся в результате столкновений. Это позволяет получить более полное представление о структуре протона, выходящее за рамки вероятностной модели. Открытие запутанности может помочь разрешить одну из главных загадок ядерной физики, известную как спиновый кризис протона. Физики полагают, что спин протона не может быть объяснен только спинами составляющих его кварков. Будущие эксперименты на новом коллайдере ЕИК с его поляризованными пучками будут специально направлены на изучение вклада запутанности в полный спин протона. Для описания этой новой динамической картины развиваются такие теоретические подходы, как квантование на световом фронте. Этот релятивистский непертурбативный подход позволяет вычислять запутанность между партонами, например, по их спину и продольному импульсу. Эти модели помогают глубже понять структуру связанных состояний и предоставляют новые инструменты для интерпретации экспериментальных данных. Протон, по сути, является квантовым компьютером. Его код написан в запутанности. Прежде чем перейти к новому объяснению, необходимо четко сформулировать саму проблему, которую оно решает – феномен удержания цвета. В квантовой хромодинамике, теории сильных взаимодействий, кварки и глюоны обладают особым зарядом, называемым цветовым зарядом. В отличие от электрического заряда,
в электромагнетизме, который может существовать изолированно, цветовой заряд никогда не наблюдается в свободном виде. Все наблюдаемые частицы, такие как протоны и пионы, являются цветно-нейтральными. Их внутренняя структура устроена так, что цветовые заряды кварков и глюонов полностью экранированы. Это означает, что если попытаться вырвать кварк из протона, энергия, затраченная на его отделение, не уходит в кинетическую энергию, а идет на создание новых кварк-антикварковых пар. В результате вместо свободного кварка мы получаем новые адроны, новые цветно-нейтральные частицы. Этот феномен, при котором цветовые заряды принципиально не могут быть изолированы, и называется удержанием цвета. Он является одним из самых загадочных и фундаментальных аспектов стандартной модели, и на протяжении десятилетий поиск его полного теоретического объяснения оставался одной из главных задач физики высоких энергий. Классическое объяснение удержания цвета, феномена, при котором кварки и глюоны не могут существовать в свободном состоянии, основано на концепции силовых трубок. Подобно резиновой ленте, эти трубки, состоящие из глюонных полей, связывают кварки внутри адронов. Когда кварки пытаются разлететься на большое расстояние, энергия в этих трубках возрастает настолько, что становится энергетически более выгодным создать новую кварк-антикварковую пару, чем продолжить растягивать трубку. В качестве альтернативы традиционному описанию была предложена новая модель, сформулированная как энтропийное поверхностное явление. Согласно этому подходу, удержание цвета – это процесс локализации квантовой информации кварков и глюонов на двумерной поперечной поверхности. Эта модель предлагает масштаб независимое объяснение удержания, в отличие от традиционных, которые работают только на больших расстояниях. Эта двумерная поперечная поверхность характеризуется радиусом, на котором энтропия фон Неймана вакуума достигает своего максимального значения. Величина этого радиуса и плотность так называемой КХД-аномалии следа могут быть определены с высокой точностью с помощью расчетов на решетке. КХД-аномалия следа, в свою очередь, является мерой квантового нарушения масштабной инвариантности. Поверхность с радиусом получила название информационной стены. Эта стена выступает в качестве границы, на которой энтропия запутанности достигает пика, разделяя вакуум на внутреннюю и внешнюю области. Эта стена представляет собой буквальную энтропийную реализацию удержания. Ключевая особенность этой модели заключается в том, что градиент энтропии меняет свой знак на радиусе. Он создает силу, которая отталкивает цветовые поля, находящиеся на расстояниях меньше радиуса, и притягивает их на расстояниях больше радиуса. Этот механизм эффективно захватывает партоны, не давая им вырваться из адрона. В отличие от традиционной модели Вильсона, которая применима только на длинных расстояниях, механизм энтропийного удержания работает на всех масштабах, как в ультрафиолетовом, так и в инфракрасном диапазонах. Это позволяет предложить более универсальный и полный критерий удержания, который объясняет, почему партоны не могут существовать в свободном состоянии на любых энергиях. Традиционный критерий удержания, закон площади Вильсона, основан на анализе петель Вильсона и дает информацию только об инфракрасной динамике. Энтропийное удержание, основанное на градиенте энтропии, является масштаб независимой альтернативой, которая объединяет в единую количественную модель КХД-аномалию следа, энтропию запутанности
и высокоэнергетическое рассеяние. Энтропия стала мощным новым инструментом, раскрывающим информацию, которая связывает материю воедино. Это революционный сдвиг в том, как мы исследуем квантовый мир. Квантовая запутанность рассматривается как физический ресурс, который, подобно энергии в термодинамике, позволяет выполнять задачи, недоступные для классических систем, например, квантовые вычисления и криптографию. Эта аналогия мотивировала фундаментальный вопрос: можно ли сформулировать второй закон запутанности, который бы, подобно второму закону термодинамики, управлял всеми допустимыми преобразованиями запутанных состояний? В классической термодинамике энтропия является уникальной функцией, которая определяет, какие преобразования могут происходить, а какие нет. Процессы, в которых энтропия системы и окружающей среды остается постоянной, являются обратимыми, как, например, в идеализированном цикле Карна. Аналогичным образом было высказано предположение, что манипуляции с запутанностью также должны управляться одной единственной энтропийной мерой. В теории манипуляции запутанностью введены два ключевых операционных понятия для оценки ресурса: стоимость запутанности и дистиллируемая запутанность. Стоимость запутанности – это минимальная асимптотическая скорость, с которой можно создать копию данного запутанного состояния, используя локальные операции и классическую коммуникацию и чистые состояния. В свою очередь, дистиллируемая запутанность – это максимальная скорость, с которой можно извлечь чистые состояния запутанности из данного состояния с помощью тех же операций. Давно установлено, что дистиллируемая запутанность любого бипартийного квантового состояния не может превышать его стоимости запутанности. Это неравенство является фундаментальным принципом, который служит основой для теории манипуляции запутанностью. Неравенство стоимость запутанности больше или равно дистиллируемой запутанности можно интерпретировать как второй закон динамики запутанности. Он запрещает существование вечных двигателей по добыче запутанности, которые могли бы генерировать неограниченное количество запутанности из конечного источника. Логика этого принципа аналогична рассуждениям, лежащим в основе второго закона термодинамики. Если бы неравенство не соблюдалось, можно было бы многократно дистиллировать запутанность из состояния, а затем использовать ее для создания новых копий, что привело бы к бесконечному производству ресурса. Поскольку это интуитивно невозможно, неравенство должно строго выполняться. Несмотря на глубокую аналогию, в теории запутанности было обнаружено ключевое отличие от термодинамики. Для многих смешанных состояний наблюдается строгая необратимость, при которой стоимость запутанности больше дистиллируемой запутанности. Такие состояния называются связанной запутанностью, и из них невозможно извлечь всю запутанность, которая была потрачена на их создание. Это указывает на более сложную и многогранную природу квантовых ресурсов. В своей знаковой работе, опубликованной в «Природе коммуникаций» и доступной на Аркайв, физики Людовико Лами и Бартош Регула представили так называемую no-go-теорему. Эта теорема утверждает, что теория манипуляции запутанностью является фундаментально необратимой, что делает невозможным создание прямого аналога второго закона термодинамики. Доказательства этой теоремы базируются на одном, но очень общем допущении. Манипуляции с запутанностью
должны осуществляться с помощью операций, которые не создают новую запутанность из изначально незапутанных состояний. Этот принцип аналогичен заявлению Кельвина Планка, которое гласит, что невозможно создать работу из одного теплового резервуара. Приняв это единственное условие, авторы показали, что теория запутанности оказывается необратимой при всех физически обоснованных протоколах. Главный вывод работы Лами и Регулы заключается в том, что при самых общих физических ограничениях теория манипуляции запутанностью является фундаментально необратимой. Это означает, что не существует единой универсальной функции, которая, подобно энтропии в термодинамике, могла бы управлять всеми преобразованиями запутанности. Для демонстрации необратимости авторы приводят явный пример – двухкутритное состояние. Для этого состояния они доказывают строгое неравенство. Стоимость его создания больше, чем количество запутанности, которое можно из него извлечь. Это конкретное неравенство является прямым доказательством необратимости для данного состояния. Оно показывает, что для создания одной копии состояния требуется больше ресурса, чем можно получить обратно. Таким образом, невозможно осуществить полностью обратимое преобразование этого состояния. Достаточно было найти один такой контрпример, чтобы опровергнуть общую гипотезу о реверсивности. Главный вывод авторов состоит в том, что теория запутанности и термодинамика управляются фундаментально разными и несовместимыми наборами законов. Запутанность имеет гораздо более сложную структуру, чем классическая энтропия, и ее преобразования не могут быть описаны одной единственной мерой. Лами и Регула также усилили свой результат, показав, что для восстановления реверсивности потребуется не просто небольшое количество, а макроскопически большое количество дополнительной запутанности. Это означает, что необратимость является неотъемлемым свойством теории при заданных ограничениях. Это открытие ставит запутанность в уникальное положение среди других известных квантовых ресурсов, которые в аналогичных условиях оказываются обратимыми. Новейшие исследования в области квантовой информации представили подход, который предлагает путь к разрешению проблемы ирреверсивности. Международная команда физиков под руководством Александра Стрельцова показала, что запутанность может быть сделана обратимой, если использовать дополнительный вспомогательный ресурс. Ключевой элемент этого нового фреймворка – это концепция батареи запутанности. Батарея – это вспомогательная квантовая система, которая предназначена для хранения и поставки запутанности во время преобразований. Ее роль похожа на роль обычного аккумулятора в термодинамике, который хранит и отдает энергию. Принцип работы батареи прост. Она может временно отдавать или принимать запутанность, но при этом ее собственный уровень запутанности не должен уменьшаться в процессе. Таким образом, общая запутанность в системе, исходное состояние плюс батарея, никогда не уменьшается, что и является аналогом второго закона для данного фреймворка. Используя батарею, исследователи продемонстрировали, что любые преобразования смешанных состояний могут быть сделаны обратимыми, в отличие от стандартных операций, где наблюдается чистая потеря запутанности. При этом скорость преобразования между двумя состояниями определяется как отношение их значений запутанности, подобно тому, как это происходит в идеальном электрическом контуре. Этот новый фреймворк применим к любым смешанным состояниям запутанности. Он решает
давнюю проблему обратимой манипуляции запутанными состояниями, что имеет большое значение для квантовой информатики. Концепция батареи может быть обобщена и на другие квантовые ресурсы, такие как квантовая когерентность или термодинамическая свободная энергия. Это позволяет создать единый подход для изучения обратимости и формулирования принципов, аналогичных второму закону, в различных областях квантовой физики. Было показано, что при помощи батареи любые два запутанных состояния могут быть обратимо преобразованы друг в друга в асимптотическом пределе, когда рассматривается бесконечно большое количество копий. Это означает, что полная обратимость, ранее считавшаяся невозможной, может быть достигнута при определенных условиях. При высокоэнергетических столкновениях, когда кварки или глюоны выбиваются из протонов, они не существуют в свободном состоянии. Вместо этого они быстро распадаются и фрагментируют, образуя узконаправленные потоки вторичных частиц, называемых струями или джетами. Эти струи состоят из множества цветнонейтральных адронов, таких как пионы и каоны. Процесс формирования адронов из партонов называется адронизацией или фрагментацией. Традиционные модели использовали так называемые функции фрагментации для описания этого процесса. Однако эти функции носят вероятностный характер и не дают полного квантового описания. Новый подход, основанный на идее максимальной запутанности, предсказывает прямую связь между функцией фрагментации струи и энтропией адронов, произведенных в процессе адронизации. Эта гипотеза является расширением универсальной модели энтропии запутанности, ранее применявшейся к структуре протона, на динамический процесс фрагментации. Исследователи выдвинули гипотезу, что состояние высокоимпульсной струи также является максимально запутанным. Это позволило вывести простое математическое соотношение, которое связывает энтропию адронов, наблюдаемых в конечном состоянии, с функцией фрагментации. Изначальная энтропия этого процесса определяется количеством цветных степеней свободы, что согласуется с принципом асимптотической свободы. Для проверки этого предсказания были проанализированы данные о производстве струй в протон-протонных столкновениях, собранные коллаборацией «Атлас» на Большой адронный коллайдер. Ученые рассчитали энтропию адронов в струях на основе распределения множественности заряженных частиц. Результаты анализа показали хорошее согласие между теоретическим предсказанием, основанным на максимальной запутанности, и экспериментальными данными. Это стало первым в истории экспериментальным подтверждением применения фреймворка квантовой запутанности к процессу адронизации. Это открытие демонстрирует, что запутанность не только статическое свойство протона, но и активный принцип, управляющий эволюцией материи от кварк-глюонного состояния к адронному. Это исследование предлагает новый квантовый взгляд на процесс фрагментации и переход от пертурбативной к непертурбативной КХД. Связь между энтропией конечного состояния хадронов и функциями фрагментации, подтвержденная данными «Атлас», создает новый измеримый мостик между теоретическими моделями и экспериментальными наблюдениями. Это позволяет использовать макроскопический беспорядок вспрех частиц как прямое доказательство существования микроскопической запутанности. Применение термодинамических концепций, таких как энтропия,
к одному протону кажется спорным, но на самом деле это открывает новые горизонты в понимании микромира. Ведь привычные нам законы, созданные для больших систем, начинают вести себя иначе на квантовом уровне, где каждая частица уникальна. В классической физике энтропия измеряет беспорядок и хаос в системе, отражая тенденцию к увеличению неупорядоченности. В квантовых системах она становится мерой скрытой информации, которую мы не можем напрямую наблюдать, но которая влияет на поведение частиц. Некоторые физики спорят, являются ли эти новые информационные законы фундаментальными свойствами природы или просто отражают наше ограниченное представление о квантовом мире. Вычисление энтропии запутанности в квантовой хромодинамике – задача не из легких, но этот подход позволяет взглянуть на фундаментальные процессы с новой стороны и получить неожиданные идеи. Этот спор раздвигает границы как квантовой теории, так и статистической механики. Область бурно развивается, и каждое новое открытие вызывает новые вопросы. Новые инструменты, методы и вопросы буквально перестраивают наше понимание реальности, заставляя пересматривать привычные представления. Мы постепенно осознаем, что информация, а не только энергия, становится центральной для законов природы и для описания самой структуры Вселенной. Электрон-ион-коллайдер – это будущий коллайдер, который будет построен в Брукхейвенской национальной лаборатории. Проект, одобренный в 2020 году с бюджетом от 1,6 до 2,6 миллиарда долларов, имеет цель сталкивать поляризованные пучки электронов с поляризованными пучками протонов или ионов, чтобы детально изучить свойства ядерной материи. Он будет обладать уникальными техническими характеристиками. Его светимость будет в 100 до 1000 раз выше, чем у его предшественника ГЕР. Он будет единственным в мире коллайдером, способным сталкивать поляризованные пучки электронов и ионов. Широкий диапазон энергий от 20 до 140 гигаэлектрон-вольт и разнообразие ионных видов от протонов до урана позволят получить высокоразрешающие снимки внутренней структуры ядер. EIC станет ключевым инструментом для проверки и развития новой парадигмы, основанной на квантовой запутанности. Его возможности позволят получать детальные данные о внутренней структуре протона, что даст возможность проверить предсказания новых теоретических моделей. Одной из главных научных задач электрон-ионного коллайдера будет исследование того, как свойства протона меняются, когда он находится внутри более крупного атомного ядра. В частности, ученые хотят понять, как запутанность внутри протона изменяется под воздействием ядерной среды. Для этого на ЕИК будут проводиться сравнительные эксперименты. Сначала электроны будут сталкиваться с отдельными протонами, а затем с тяжелыми ядрами, такими как золото или уран. Анализ струй частиц, образующихся в обоих случаях, позволит выявить, как ядерная среда влияет на энтропию и, следовательно, на степень запутанности. Будущие эксперименты на коллайдере EIC будут специально направлены на изучение декогеренции. Планируется сталкивать электроны не только с отдельными протонами, но и с ядрами, что позволит понять, как ядерная среда влияет на квантовые свойства протона. Поляризованные пучки, являющиеся уникальной особенностью ЕИК, откроют прямой доступ к спиновой структуре протона. Сравнивая столкновения с разной ориентацией спинов, ученые смогут измерить вклад различных компонентов – спинов кварков,
глюонов и их орбитального движения в общий спин протона. Именно здесь новая парадигма запутанности предсказывает ключевую роль. Корреляции между спинами запутанных протонов могут объяснить наблюдаемое распределение, решив таким образом многолетний спиновый кризис. Для точной интерпретации данных ЕИК необходимо будет учитывать эффекты ядерной среды. Исследователи уже представили первые расчеты поправок к сечению рассеяния, вызванных квантовой электродинамикой в ядерной среде. Эти поправки могут достигать уровня экспериментальной точности и должны быть тщательно учтены при извлечении непертурбативных свойств нуклонов. Один из ключевых вопросов, который будет решаться на ЕИК: может ли оживленная ядерная среда, состоящая из других взаимодействующих протонов и нейтронов, размыть запутанность отдельного протона? Это исследование имеет фундаментальное значение для понимания структуры ядра и того, как квантовые свойства протона могут быть изменены его окружением. AAC будет специально сравнивать струи, образующиеся при столкновениях электронов с протонами, с теми, что образуются при столкновениях с тяжелыми ядрами. Это позволит экспериментально изучить, как квантовые эффекты распространяются в ядрах, и даст экспериментальные данные для решения проблемы перехода от квантового к классическому миру. Понимание и моделирование декогеренции критически важно для извлечения точных, независящих от процесса непертурбативных свойств нуклонов и ядер из данных ЕИК. Это показывает, как фундаментальные концепции квантовой механики, традиционно изучавшиеся в квантовых вычислениях, находят прямое применение в ядерной физике. Короткодействующие корреляции – это сильные взаимодействия между компонентами квантовой многотельной системы, которые происходят на расстояниях меньших, чем среднее расстояние между частицами. Эти корреляции являются вездесущими в ядерной и конденсированной физике. Присутствие короткодействующих корреляций значительно влияет на динамику многотельных систем. Они приводят к появлению длинных хвостовых распределений импульсов частиц, что изменяет классическую связь между кинетической энергией и вероятностью заполнения, которая традиционно используется для описания таких систем. Исследования показали, что между короткодействующими корреляциями и энтропией запутанности существует тесная взаимосвязь. Наличие короткодействующих корреляций увеличивает энтропию запутанности в фермионных системах, что делает запутанность естественной и неизбежной частью этих систем, а не просто экзотическим лабораторным явлением. Это укрепляет идею о том, что запутанность является фундаментальным строительным блоком материи. Энтропия запутанности напрямую влияет на динамику многих ядерных реакций, таких как столкновение тяжелых ионов и ядерное деление. Ее эволюция во времени может описывать неравновесную динамику системы, что имеет прямое отношение к пониманию процессов терминализации в сильно взаимодействующих системах. В разреженных и слабо взаимодействующих системах процессы можно описывать с помощью энтропии Больцмана. Однако в изолированных и сильно взаимодействующих квантовых системах, возникающих, например, после внезапного квенча, энтропия запутанности оказывается более подходящим инструментом для описания процессов терминализации и установления равновесия. Исследования показывают, что после внезапного возмущения энтропия запутанности в изолированной квантовой системе растет от нуля для чистого состояния
до состояния, соответствующего терминализации, что описывает процесс релаксации системы. Это предоставляет новый взгляд на то, как сложные квантовые системы достигают равновесия. Эволюция энтропии запутанности может служить динамической стрелой времени для неравновесных квантовых систем, подобно тому, как энтропия Больцмана делает это для классической термодинамики. Связь между короткодействующими корреляциями и энтропией запутанности является новым качественным аспектом, который еще недостаточно изучен, что открывает широкие возможности для будущих исследований. Исследование этой взаимосвязи может дать ценные знания не только для ядерной физики, но и для физики конденсированного состояния. Применение концепции квантовой информации к ядерной физике – это лишь часть более широкого движения, направленного на использование запутанности как фундаментального принципа для создания единой теории. Идеи, обсуждаемые в контексте протона, находят параллели в теориях, стремящихся объединить материю и гравитацию, где запутанность выступает в качестве клея или информации. Новые теоретические подходы, такие как информационно-полная квантовая теория поля и термодинамическая голографическая теория запутанности, постулируют, что пространство, время и материя не являются отдельными сущностями. Они рассматриваются как информация, объединенная через запутанность, которая является клеем, связывающим их воедино. В рамках информационно-полной квантовой теории поля пространство-время играет уникальную роль, выступая в качестве квантовой памяти, которая хранит и кодирует все паттерны запутанности для фермионных и калибровочных полей. Эта концепция предлагает совершенно новый взгляд на природу пространства-времени, которое перестает быть просто пассивным фоном. Одним из самых глубоких и упорных препятствий на пути к созданию теории квантовой гравитации является так называемая проблема времени. В общей теории относительности Эйнштейна время не является абсолютной величиной, а динамически связано с геометрией пространства-времени. Однако при попытке квантовать гравитацию, например, в рамках канонического подхода, уравнение, описывающее эволюцию системы, уравнение Виллера-де-Витта, не содержит времени в явном виде. Оно утверждает, что полная квантовая Вселенная находится в статичном, замороженном состоянии, что вступает в резкое противоречие с нашим повседневным опытом течения времени и с тем, как время используется в стандартной квантовой механике. Информационно-полная квантовая теория поля предлагает убедительное решение этой проблемы. Она утверждает, что время не является фундаментальной категорией, а возникает эмерджентно как следствие роста энтропии запутанности. Стрела времени появляется не из какого-то внешнего параметра, а из динамики самой информации. По мере того, как квантовые системы взаимодействуют и запутываются, их энтропия растет, и именно эта эволюция создает иллюзию течения времени. Таким образом, время – это не то, в чем происходит физика, а продукт самой физики, а именно процесса распространения квантовой информации и корреляций. В этой теории физическая геометрия определяется как совместное свойство пространства, времени и материи, а не только геометрии самого пространства-времени. Это означает, что кванты геометрии могут быть измерены только через возбуждение материи, и их подсчет невозможен без этого взаимодействия. Эта новая интерпретация
меняет фундаментальные представления о природе геометрии. Теория предсказывает, что внутреннее квантовое состояние черной дыры Шварцшильда является максимально информационно полным. Кроме того, она позволяет естественным образом обобщить голографическое соотношение и связать темную энергию с дополнительным членом в уравнениях Эйнштейна. В рамках этих новых фреймворков традиционные силы, гравитация, электромагнетизм, сильное и слабое взаимодействие рассматриваются не как фундаментальные явления, а как статистические проекции потока информации на определенных энергетических масштабах. Это представляет собой радикальный философский сдвиг, меняющий наше понимание реальности. Это означает, что физическое является не столько частицей или поле, сколько их взаимоотношения, их запутанность. Энтропия фон Неймана является наиболее общепринятой операционной мерой запутанности для чистых бипартийных состояний. Она дает количественную оценку степени запутанности и таким образом является незаменимым инструментом в квантовой информатике и, как теперь выясняется, в физике элементарных частиц. Новый подход позволяет использовать энтропию запутанности для количественной оценки запутанности между партонами внутри протона, что является новым методом для характеристики структуры этих связанных состояний. С помощью теоретических моделей, таких как квантование на световом фронте, можно вычислять запутанность между кварками и глюонами по их спину и продольному импульсу. Этот подход позволяет получить детальную информацию о волновых функциях адронов и является одним из наиболее перспективных подходов для этой задачи. Этот релятивистский непертурбативный подход для решения многотельных проблем в квантовой теории поля, основанный на формализме Гамильтона на световом фронте, позволяет извлекать комплексную информацию об амплитудах волновых функций адронов на уровне, который недоступен для традиционных подходов. Чтобы установить связь между теоретическими вычислениями и реальными экспериментами, результаты вычислений запутанности можно сопоставить с данными о распределениях партонной спиральности. Это создает конкретную операционную стратегию для экспериментальной верификации запутанности между партонами. Энтропия запутанности, как показывают исследования, зависит от расширения фоковского пространства, что позволяет использовать ее в качестве диагностического инструмента для теоретических моделей. Ее зависимость от таких параметров, как расширение фоковского пространства, позволяет ученым оценивать, насколько точно их теоретические модели описывают сложную внутреннюю структуру адронов. Хотя измерение запутанности с помощью энтропии является мощным инструментом, оно имеет свои ограничения. Например, в отличие от чистых состояний, для смешанных состояний не существует единственной универсальной меры запутанности. Однако, как показывают новейшие работы, в определенных условиях можно использовать конкретные меры, такие как негативность запутанности. Квантовая декогеренция – это процесс, при котором квантовая система теряет свою когерентность из-за взаимодействия с окружающей средой. Этот процесс приводит к тому, что система, изначально находившаяся в чистом состоянии, переходит в смешанное, что создает видимость коллапса волновой функции. Декогеренцию можно рассматривать как потерю информации из системы в окружающую среду. Взаимодействие с окружением приводит к тому, что система запутывается с ним
и в результате ее собственное состояние становится смешанным и ведет себя в соответствии с правилами классической вероятности. Будущие эксперименты на коллайдере ЕИК будут специально направлены на изучение декогеренции. Планируется сталкивать электроны не только с отдельными протонами, но и с ядрами, что позволит понять, как ядерная среда влияет на квантовые свойства протона. Для точной интерпретации данных ЕИК необходимо будет учитывать эффекты ядерной среды. Исследователи уже представили первые расчеты поправок к сечению рассеяния, вызванных квантовой электродинамикой в ядерной среде. Эти поправки могут достигать уровня экспериментальной точности и должны быть тщательно учтены при извлечении непертурбативных свойств нуклонов. Один из ключевых вопросов, который будет решаться на ЕИК: может ли оживленная ядерная среда, состоящая из других взаимодействующих протонов и нейтронов, размыть запутанность отдельного протона? Это исследование имеет фундаментальное значение для понимания структуры ядра и того, как квантовые свойства протона могут быть изменены его окружением. Электронно-ионный коллайдер будет специально сравнивать струи, образующиеся при столкновениях электронов с протонами, с теми, что образуются при столкновениях с тяжелыми ядрами. Это позволит экспериментально изучить, как квантовые эффекты распространяются в ядрах, и даст экспериментальные данные для решения проблемы перехода от квантового к классическому миру. Понимание и моделирование декогеренции критически важно для извлечения точных, независящих от процесса непертурбативных свойств нуклонов и ядер из данных ЕИК. Это показывает, как фундаментальные концепции квантовой механики, традиционно изучавшиеся в квантовых вычислениях, находят прямое применение в ядерной физике. На первый взгляд результаты, представленные в работах Лами и Регулы, и более поздние исследования, посвященные концепции батареи запутанности, кажутся прямо противоположными. С одной стороны, утверждается, что манипуляция запутанностью является фундаментально необратимой, а с другой, что она может быть полностью обратимой. Однако это противоречие является кажущимся и разрешается при более глубоком анализе исходных допущений каждой теории. Ключевое различие заключается не в физических законах, а в наборе разрешенных операций. Теорема Лами и Регулы доказывает ирреверсивность в строгом аксиоматическом фреймворке, где разрешены только незапутывающие операции, те, которые не могут создавать новую запутанность из изначально незапутанных систем. В этом ограниченном контексте необратимость действительно фундаментальна, и никакая батарея не может ее обойти. С другой стороны, концепция батареи запутанности расширяет этот фреймворк, вводя вспомогательную квантовую систему, которая может хранить и поставлять ресурс. В этом более широком классе операций обратимость становится возможной. Таким образом, обе теории верны в своих рамках. Они не конфликтуют, а описывают разные аспекты одной и той же сложной реальности. Одна показывает пределы, накладываемые на ресурс, без дополнительных инструментов, а другая демонстрирует, как эти пределы можно преодолеть. В своей no-go теореме Лами и Регула утверждают, что теория манипуляции запутанностью фундаментально необратима. Они доказывают это на примере конкретного двухкутритного состояния, для которого стоимость создания превышает дистиллируемую запутанность, то есть стоимость запутанности
больше, чем дистиллируемая запутанность. Этот результат получен в рамках аксиоматического подхода, где разрешены только операции, не создающие запутанности. В противовес этому новейшие исследования Ганнарди, Стрельцова и их коллег показывают, что реверсивность может быть достигнута при помощи батареи запутанности, вспомогательной квантовой системы, которая может временно хранить и поставлять ресурс, не допуская его чистой потери. Это расширяет класс разрешенных операций, позволяя обойти ограничения no-go-теоремы. Ключевое различие между двумя подходами кроется в определении свободных операций. Теорема Лами и Регулы рассматривает строго незапутывающие операции, которые никогда не могут создать запутанность из незапутанных систем. Концепция батареи, напротив, допускает более широкий класс операций, позволяя обмен запутанностью со вспомогательной системой, что фактически делает процесс обратимым в асимптотическом пределе. В рамках разных теоретических фреймворков выбор конкретной меры запутанности, например, стандартная устойчивость или негативность, может приводить к совершенно разным выводам о реверсивности. Это говорит о том, что не существует единственной универсальной меры запутанности, которая бы управляла всеми преобразованиями. Некоторые исследователи предполагают, что полная реверсивность манипуляции запутанностью может быть несовместима с фундаментальными принципами стандартной квантовой механики, например, с ограничением полной позитивности. Это указывает на более глубокие, не до конца понятые связи между реверсивностью и основополагающими принципами теории. На самом деле противоречие между выводами Лами, Регулы и Ганнарди-Стрельцова разрешается при более глубоком анализе их допущений. И реверсивность доказана в рамках одного набора правил, а реверсивность в рамках другого, более широкого. Это позволяет не просто выбрать одну верную теорию, а понять, что обе отражают разные аспекты одной и той же фундаментально сложной структуры. Таким образом, реверсивность зависит от разрешенного набора операций. Несмотря на значительный прогресс в теории манипуляции, запутанностью остаются открытые вопросы. Например, до сих пор нет закрытого выражения для стоимости запутанности, а также не полностью изучена роль так называемого катализа запутанности. Новая парадигма знаменует собой переход от статического, некогерентного партонная модель к динамическому, когерентному и запутанному описанию протона. Это позволяет не только лучше объяснить его свойства, но и связать их с фундаментальными принципами квантовой информации. Модель энтропийного удержания демонстрирует, что запутанность является мощным объединяющим инструментом, который связывает феномены КХД, аномалии, энтропии и экспериментальных данных в единый количественный фреймворк. Это указывает на глубокую взаимосвязь между этими явлениями, которую ранее не удавалось сформулировать в единой модели. Открытие максимальной запутанности внутри протона напрямую коррелирует с энтропией или хаосом в струях частиц, образованных в результате столкновений. Это показывает, что фундаментальные квантовые свойства, такие как запутанность, оказывают прямое влияние на макроскопически наблюдаемые результаты, создавая новый мост между микро- и макромиром. В более широком контексте квантовая информация, и в частности запутанность, рассматривается как новый язык для описания природы,
который может помочь в создании единой теории пространства, времени и материи. Это междисциплинарное направление предлагает совершенно новый взгляд на фундаментальные основы физики. Запутанность оказывается ключевым принципом, управляющим не только структурой протона, но и динамическими процессами, такими как фрагментация джетов. Это предоставляет новый взгляд на переход от пертурбативной к непертурбативной КХД. Прогресс в этой области демонстрирует, что квантовая информатика – это не просто отдельная технологическая область, а новый фундаментальный подход, который меняет наше представление о базовых строительных блоках Вселенной. Она позволяет переосмыслить устоявшиеся концепции и открывает новые направления исследований. Несмотря на глубокие аналогии, теория манипуляции запутанностью обладает уникальными свойствами, такими как ирреверсивность в определенных рамках, которые отличают ее от классической термодинамики. Это открывает новую исследовательскую повестку. Вместо поиска правильного второго закона изучать, какие вторые законы возникают при разных наборах ограничений. Мы подробно рассмотрели новую парадигму в ядерной физике, где протон является максимально запутанной системой. Было показано, как энтропия служит измеримым прокси для этой запутанности, и как это привело к новой теории энтропийного удержания, которая объединяет КХД-аномалию следа и высокое энергетическое рассеяние. Также были проанализированы противоречивые результаты в теории манипуляции запутанностью, no-go-теорема, доказывающая ее ирреверсивность, и концепция батареи запутанности, которая восстанавливает реверсивность при определенных условиях. Наконец, было показано, как эти идеи применяются для описания процесса фрагментации джетов. Для подтверждения и расширения этих теорий необходимы новые высокоточные экспериментальные данные. Будущий коллайдер ЕИК с его уникальными возможностями сталкивать поляризованные электроны с ядрами будет играть решающую роль в этом процессе. Инструменты, разработанные на основе квантово-информационного подхода, позволят делать предсказания для экспериментов на ЕИК. Требуются дальнейшие теоретические и экспериментальные исследования для полного понимания механизма информационной стены и его связи с другими феноменами КХД. Эта модель является первым критерием удержания, выведенным непосредственно из непертурбативной КХД, и ее верификация может стать прорывным достижением. Концепции, разработанные для протона, могут быть применены к более сложным многочастичным системам, таким как ядра. Кроме того, идея батареи может быть обобщена на квантовые сети, что приведет к более эффективным протоколам квантовой связи и вычислений. Несмотря на прогресс, остаются открытые вопросы, такие как возможность использования катализаторов запутанности и поиск закрытого выражения для стоимости запутанности. Также необходимо более глубокое понимание того, как декогеренция влияет на запутанность в ядерной среде. Эти открытия могут привести к более эффективному управлению квантовыми ресурсами и дать новое, более глубокое понимание природы реальности, где сила является лишь проявлением потока информации. Эра квантовой информации в физике частиц уже наступила. Ее инструменты открывают ранее невидимые аспекты реальности, и мы находимся на пороге новых фундаментальных открытий. Наиболее важным будущим направлением исследований будет междисциплинарное сотрудничество.
Развитие новой теории будет зависеть от экспериментальной верификации на коллайдерах, таких как ЕИК, и от теоретических достижений в квантовой информатике и квантовой гравитации. Это требует нового типа ученых, способных работать на стыке этих областей. Будущие прорывы будут совершать не только физики-ядерщики или специалисты по квантовым вычислениям в изоляции, а исследователи, обладающие гибридными навыками. Им потребуется глубокое понимание как структуры адронов, так и алгоритмов квантовой информации. Они должны будут свободно оперировать понятиями запутанности и энтропии, а также уметь моделировать сложные многотельные системы с помощью численных методов, таких как расчеты на решетке. Критически важным станет умение видеть фундаментальные параллели, как динамика запутанности в протоне может освещать природу времени в космологии, или как механизмы декогеренции в ядре могут помочь в разработке устойчивых к шуму квантовых битов. Если вам интересны такие глубокие погружения в квантовую физику и новейшие открытия в фундаментальной науке, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующий выпуск, где мы разберем еще более сложные и захватывающие темы. Стремление понять протон показало, что информация так же фундаментальна, как энергия или сила. Внутри мельчайших частиц Вселенной скрывается не только материя, но и сложная сеть информационных связей, управляющих их поведением. Открытие максимальной запутанности внутри протона сигнализирует о сдвиге. Вселенная может быть системой обработки информации, где каждое взаимодействие – это обмен данными, а не просто столкновение частиц. Будущие ускорители, такие как электрон-ионный коллайдер, позволят нам увидеть квантовый ландшафт протона с беспрецедентной детализацией, раскрывая новые уровни структуры и взаимосвязей. Математика запутанности связывает физику протонов с черными дырами, намекая на универсальный принцип, который может лежать в основе всех физических явлений, от микромира до космоса. Эта новая парадигма может объединить физику элементарных частиц и космологию через язык квантовой информации, открывая путь к единой теории, объясняющей устройство Вселенной. По мере того, как мы совершенствуем наши теории и эксперименты, мы не просто узнаем, что такое материя, мы узнаем, как Вселенная кодирует реальность и как информация формирует саму ткань бытия. Будущее физики, возможно, будет написано в битах, кубитах и запутанности, языке, который объединяет все сущее,